Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардиюа. Ну что, вы скучали за рубрикой СМР контента? Поехали! Я даже для этого ролика, смотрите, как выгляжу. А? Шикарно. И побрился, и подстригся. Ну просто сок. Итак, мы по любасику берем гоблина со старту. Ну, как бы тут гадалки не ходи, но гоблина по-любому нужно взять, как бы 100%. Потому что одна монетка, это будет четко. На чем же я хочу поиграть? Смотрите, есть Джакира. Есть Свен, есть Темпларка, есть Орк пятерочка. Пу-пу-пу-пу. Можно поиграть через магов драконов будет, перестроиться потом, если что, в Свена, либо же поиграть через эльфов и взять Темпларку. Орки приходят, в принципе, я бы не отказывался от них. Есть еще, кстати, Луна, я ее тоже хочу взять со старта, она как-никак довольно-таки сильный персонаж. Приглашаю раздавить одну дугу для отдыха и веселья. Не, я откажусь. Дуо слишком, ну, он слишком простой режим, и я даже не испытываю в дуо режиме какого-то как наслаждения, если честно. Поэтому, ну, не знаю, дуо режим все-таки может интересен, но только когда у вас ферзь. И если там нету ботов. Если же на ранге ферзь нету ботов, тогда да, согласен. Дуо режим будет довольно-таки интересен, будет плотно играть, будет в целом все замечательно, но мне все равно не особо нравится. Да, он веселый, прикольный, может такие вариации сборок сделать, что диву даешься. На ком же мне сыграть? Либо же мне сыграть через охотников эльфов, а потом перестраиваться в темпларку, либо же... Не знаю, как поступить. Давайте пока уберем драконов, пока уберем, наверное, шамана, либо же оставим. Ту-ту-ту-ту. Как же поступить получше? Это предмет мне не нужен, ману плюс 40 возьму. Мана плюс 40 мне нужна. Это самые универсальные предметы, которые я обожаю. Колечки мана плюс 40. Их можно реализовать чуть ли не в любой сборке. Во всех же остальных сборках его довольно-таки тяжело реализовать. Не, ну естественно, мана плюс 40 и колечко вы берете только в том случае, если вы не будете играть через физбилд. Только в таком случае. Если вы будете играть через физбилд, тогда да, тогда вам не нужно как бы это мана плюс 40, соответственно. Ох-охо, Ироки, маска. И что ж взять? Возьму безумную маску пока. Если я хочу играть через темпларку или через эльфов, так как у меня еще и луна есть, в принципе, эта маска неплохая будет. Главное, чтобы луна приходила. Если луна приходить не будет, то у меня будут огромные проблемы. Будем сейчас от этого отталкиваться. Там глянем. Непонятно, кто что будет собирать, но, скорее всего, здесь появится 5 драконов и 9 магов. Возможно, через 4 бога. Но Зевса здесь нет, поэтому это будет сложно реализовать моему противнику. Смотрите, у меня мартретка пришла, и я как бы... в принципе, и... Можно и гритера поставить. А можно сыграть через орков пока что. Один гритер там есть. Есть у меня мартретка. Не знаю, выставить 3 эльфа может. Или в целом вообще поставить гритером. Пока гритера поставлю. Пока поставлю гритера. Сыграю пока что через гридера, потому что он пришел. Он довольно-таки рано пришел. Если гридер приходит рано и есть довольно-таки хорошие фигуры у вас для старта, то почему бы и нет? У меня плюс есть луна, и у меня есть мартретка. В любом случае, я думаю... Серьезно? Ой, мой билд один за другим разваливается. Все, что я задумал, это сейчас разваливается. Можно сейчас поставить вместо Мираны Муэрту. Луну я, наверное, уберу. Оставлю лучше этих персонажей, которые имеют активку. Как-никак. Как-то так расстановку сделаю. Хотя на самом деле такая себе расстановка. Но из-за того, что там есть две эгиды, я не хочу их ставить как можно ближе. И из-за того, что там есть две эгиды, скорее всего, мне оторвут лицо. И все. Вот если бы сейчас скучно всех поставил, пришли бы эти две эгиды, и меня просто бы за один прокат бы снесли.
Уехал бы в Next. Ну ладно, в Next бы я не уехал, но я не смог бы нормально задепаться. Да, да вы гляньте, как мимо Эрт идет, боже. В обычных катках она так хорошо не идет. А тут она прям такая... я здесь хозяин. Что прикажете? А, ну конечно, гида в двойку. Угу. Понял, принял. Нормально, там Ренни повезло. Угу. На самом деле я Муэрту уже керил под гритерами. И скажу так, мне очень не понравилась Муэрта под гритерами. Но так как она со старта приходит, грех от этого отказываться. Лучше взять и принять этот дар и от этого оттолкнуться. Возможно, я сыграю через охотников, а потом перестроюсь в темпларку, либо уже в Свена, там уже как что будет приходить. Если же мне Муэрта придет в двойку вот со старта, вот прям следующим раундом, то это будет вообще замечательное вложение, я считаю. Это было бы лучшее вложение. Ну, что-то как-то не хочет пока. Как-то, ну вот, что-то сдерживает ее. Но охотники прям прут. Охотники прям прут. Минусы. Там тоже есть челик на охотниках. Но это уже дело третье, как говорится. Ну, посмотрим. Чей же рандом будет сильнее в этой катке, правильно? Я тоже так считаю. Тоже так считаю, что нужно смотреть, чей рандом будет сильнее. Я надеюсь на свой рандом, но зная себя, на мой рандом нельзя рассчитывать. Нельзя рассчитывать от слова совсем. На самом деле я себя так сонно чувствую, но это чисто из-за того, что я снимаю очень поздно. Было куча дел, поэтому я не смог намного раньше снять. Боже, я тоже себе хочу эгиду в двойку. Под Дискордом. Какая же она мощная. Поделись. Поделись. Либо Луна. Кстати, заметили? А Луны-то нет. Наверное, поставлю вместо Резака Разора. У него больше АОЕ способностей. Или же охотника поставить. На самом деле даже непонятно, с чего лучше стартануть. Ладно, охотников пока распродам. Пока буду играть через гритера. Максимально экономлю хп, максимально выхожу в деньги. Чем... А, ну тут я откис по-любому, да? Ну, конечно. Хрона идеальная, знаете? Это как в доте. Войд противника, когда ставит хрону на всех, пятерых там закрывает. И Войд мой. На одного персонажа. Войд в моей команде. Молодец. Молодец, Войд, красава. Руку пожал, обнял, поцеловал. Молодчинка. Так держать. Уже поджег мне жопу со старта. Поставлю 2 эгиды я. А, ну сейчас мобы, кстати. Ну, так, сделаю пока так. Тебя как-то так, тебя так. Может быть, даже мне придется Луну поставить. Не знаю, может, охотников собрать. Ну, я Луну, наверное, поставлю. Мне кажется, Луна будет поэффективнее против мобов, так как у нее есть сплэш-атака. Плюс у меня маска второго тира есть, которая будет хп реген давать мне. 9-й раунд и ничего не приходит. Жизненная ситуация в моих играх. Не приходит абсолютно ничего. Помянем. Заявка на гритера. Так, я так понял, будет сейчас гоп-стоп комментировать всю мою игру, а еще я откис мобам. Не, ну, знаете, раньше, вот в том сезоне я очень часто от мобов откисал, потому что я там играл через лустрики и тому подобное. И если ролик проходил без момента, когда я откисаю от мобов, это не тот ролик. Рыжий лис на 10-м раунде. Божечки ты мой. Я через охотников сыграю. Классный предмет. Не поспоришь. Через охотников и эльфов, может, что-то как-то так сыграю. Но рыжий лис, насколько же он прям классно смотрится. Но я не буду через него играть. Надо больше охотников. Жалко, мне не упала брошка от снайпера.
Откиснуть от мобов это надо уметь. Умею, практикую, преподаю уроки, ребят. Записывайтесь на мои курсы, как откиснуть от мобов по методике Guard.ua. Как-то так. Так что, ребят, записываемся в очередь. Телеграм-канал закреплен в комментариях. Туда подписываемся, заходим в чат комьюнити и просим, чтобы я вас обучил данному скиллу. У меня вроде бы, знаете, ситуация неплохая. Деньги есть, хп есть, все есть. Единственное, мне нужно улучшение. Было бы пару двоек, было бы, ну, шедеврально. Но этого мне... Там чел, ну, смотрите, там чел бабку себе нашел в двойку. Вон, 2 Фуриона у Рени уже. Нормально так. Будет душно. Будет душно. Еще и 2 Гритера есть. Знаете, есть такая поговорка. Ситуация что-то там в каком-то Г. Кстати, видели бот? В этой катке находится бот, который не собирает предметы, не собирает ничего. Я очень осуждаю этих ребят, которые допустили, что в ранговых катках... Короче, разрабы просто не знаю, о чем думали. Вообще даже не понимаю, о чем они думали, чтобы ботов допустить в ранговую катку. Зачем? Какой прикол, какой смысл? Зачем вы это делаете? Я не понимаю. Ну, у меня прям, знаете, пятая точка начинает гореть от той мысли, что в рановых катках и есть боты. Зачем, ребята, зачем? Да киньте вы к хайрангам лучше, киньте вы к ферзям, которые там в топ-10 заходят. Киньте к ним. Сделайте один сервер тогда, если у вас народа не хватает, и все. Я понимаю, что там у некоторых регионов там бы пинг был под 500, под 1000, под 300. Ладно, с промежутком 100-350 еще играть возможно, довольно-таки комфортно. Я очень часто записывал ролики, сейчас у меня, конечно, 50, но в целом я часто записывал ролики, в которых я играл на огромном пинге. Мне, кстати, друиды пришли. И знаете, что я сделаю? Так как мне идет болтяра на 28, но в целом идут эльфы. Я, кстати, распродаю всех этих охотников. Я сейчас поставлю лучше эльфов, сыграю через эльфов. Вот отлично. 6 эльфов со старта, я думаю, неплохо. Так как там еще есть 2 гритера. Думаю, это неплохое решение. В мартретку так вот закидываю предметы. Эти предметы отдаю Фуриону. И погнали наших городских. Сейчас будем разваливать. Сейчас будем рассказывать, кто здесь батя. Возможно, я даже на эльфах не смогу сыграть. Если ситуация будет максимально критическая, то мне придется расчехлить одну сборку. Суперсекретную. Ни разу ее не показывал. Но и, соответственно, я не буду как бы говорить заранее, что это за сборочка. Пусть останется секретом. Но я думаю, все прекрасно понимают, с какой сборки можно перестроиться с эльфов на какую-то другую, более имбалансную и намного легче сборку, которая прям тащить будет, будь здоров. Ну, он чел 7. Ну у него денег нету, конечно. И у него фуловые гоблины. А Ренни, так смотрю, неплохо ей везет. В тройку Фуриона на 15-м это, конечно, не очень много, но и не очень мало, я бы сказал. Надеюсь, сейчас уклонение эльфов сработает на 120%. Я, кстати, уровень все-таки возьму. Пусть шанс на фиолетовую фигуру у меня станет намного выше. Тун-тун-тун-тун. У чела там винстрик на гритерах, Муэрта в двойку. Ну, понимаю. Неплохо. Неплохо, неплохо. Мне бы тоже хотелось усиления. Хотя бы, чтобы Марси в двойку пришло. Мартретка в двойку. Такой, знаете, я многого не прошу. Я мало прошу. Вот мало. Я ж не прошу, чтобы не упала сейчас рапира. Ну, 2 рапиры. Ну, 3 рапиры. Ладно, 3 рапиры можно. 2 не надо. 3 рапиры надо. Вау. Знаете, что мне подсказывает? Что зря я скипнул рыжего лиса. Эти предметы мне на самом деле не нужны. Мне эти предметы не нужны. А эти предметы прям
Боже, как я обожаю свой рандом. Прекрасный рандом. Прекрасный рандом. Напишите в комментарии, у кого еще такой рандом. Чисто Мирана прыгнула не максимально далеко, а в середину врагов, чтобы ее все в округе начали душить. У чела, кстати, прикольная внешка на Рексаре. Рексаре. Вот это я вспомнил. Кто вспомнил? А ну-ка, байт на комментарии сейчас. Секунду, после этого. Короче, байт на комментарии. Кто знает, кто такой Рексар? Кто знает, кто такой Рексар? Пишем в комменты по барику. Прямо сейчас останавливаемся и пишем. Соответственно, для тех, кто не знает, я чуть попозже скажу. В общем, я думаю, многие уже догадались, какая это будет сверхсекретная сборка. Кто догадался, прямо сейчас напишите в комменты. Вот прямо сейчас напишите в комменты, кто догадался, что это будет за сверхсекретная сборка. А я вам скажу сейчас буквально через мгновение. И эта сверхсекретная сборка звучит так. Это звери через суммоны будут. Знаете, почему я к этому пришел? Потому что мои противники какие-то там слишком огромные. Есть чел, который играет через гоблинов с бабкой в двойку. Вот он, против меня сейчас. Вроде бы не как-то, знаете, не сильно, да? Но тем не менее он своей бабкой сейчас будет меня душить на 120%. Я его не пробиваю. И, скорее всего, темпларку я не соберу. А вот зверей через суммоны я могу собрать и кайфовать. А теперь перейдем к тому, кто не знает, кто такой Рексар. Рексар это бисмастер из доты. Тот, кто суммонит кабанчика. Так вот там у чела была прикольная внешка, у него такой, знаете, там, не знаю, какой-то хрюкало появлялся, такой забавный. Он, конечно, похож не на хрюкало, он похож на сороконожку был. Кстати, там фулл жрец собрался. Интересный подход он сделал. Правда, странно он сделал фулл жреца. Ладно, это его выбор. Получается, он одну фигуру только берет под контроль на своих фулл жрецах. Ну, по-моему, пахнет какой-то бредятиной. Единственный плюс, у него есть жрец-орк. И он будет душить, будь здоров. Если я его сейчас не вынесу. Он сейчас может насумонить. А, он не успел. Если бы не мои станы от Мираны. Вот, обожаю Мирану. И если бы не ее станы, скорее всего, этот бы орк-жрец сейчас насумонил бы толпу народа. И единственное, что бы я мог делать, это вот так вот брать пальчики, вот так вот. Я думаю, тут и так прекрасно было понятно. Что бы я делал, если Мирана бы не застанила как надо. Там еще и ВР-ка накинула. Это уже такое. Это уже такое. Ренни собирает фулл зверей через суммоны тоже. Там Трен в тройку, там Фура в тройку. Фулл зверя нету, но... Кто, ребят, знает? Знаете, стоило мне выпустить ролик о Тренте Керри, так его начали все собирать в тройку. Супер сильный персонаж этот Трент. Максимально много отхила дает, максимально быстро хилит. Убить тяжело, минимальное КД. То есть одни плюсы у этого Трента. Одни плюсы. Поэтому, кто еще не играет через Трента, обязательно посмотрите этот ролик по поводу Трента. И вы поймете, о чем я говорю. Вы поймете, о чем я говорю, что Трент это оверсильный персонаж. И через него не то, что стоит, через него нужно играть сейчас. Душит нереально. Импакта миллион. Во-первых, реально минимальная КД на отхиле. 4 секунды окно всего лишь. Во-вторых, это уменьшение и замедление скорости атак противника. В-третьих, огромный радиус воздействия отхила. В-четвертых, максимально быстро хилит. Поэтому, кто не играл еще через Трента, поиграйте. Но после того видео, которое я выпустил, там собрало оно почти 2000 просмотров. На Трентов стало почти в каждой игре просто миллион. Рассекретил имбу на Тренте и все. Ничего себе. Так, ребяточки, распродаем лишних персонажей.
Надо поставить фул зверей, а фул зверей я, по-моему, даже поставить не могу. Да, я не могу фул зверей поставить, потому что у меня их нет. У меня есть хан, есть Гранд Геральт. Можно богов поставить. Лишних персонажей убираем. Этих обратно ставим. Денег у меня нет. Божественный отпечаток я скипну. Я хочу взять волшебное зеркало. Хотя на самом деле я поспешил. А знаете, почему поспешил? Я уже говорил несколько тысяч раз. Так лучше не делать. Сейчас объясню почему. Смотрите. Айтем нам надо. Я взял волшебное зеркало, поспешив. Вот минус в том, когда ты снимаешь поздно ночью ролик. Огромный минус в том, когда ты поздно ночью снимаешь ролик. Вот именно в этом. Ты делаешь действия, о которых даже не задумываешься. И вот я сейчас сделал действие, подумав совершенно ином. Я подумал о том, что я сейчас возьму ЦМ-очку, возьму уровень, апну, поставлю ЦМ-ку, у меня будет 1 000 000 маны, я не буду зависеть от маны и буду себя чувствовать шедеврально. То есть я брал с таким запасом на будущее. Но это ошибка, так лучше не делать. Никогда так не делайте. Вам нужно использовать предметы, которые будут работать конкретно сейчас на вас, а не через какое-то энное время. Вот смотрите, у меня было бы сейчас божественный отпечаток, у меня было бы 2 бога, которые вместе... Ой-ой-ой. 9 магов это овер опасно. Сюда. Сюда. Минус 23 чисто на лицо выкатил. Плюс бабки. Так, я возьму 9 уровень, на 9 уровне я буду ролиться. Если, в принципе, все пойдет дальше так, как надо, я на 9 уровне буду ролиться, и все будет замечательно. Его, кстати, я богов поставлю. Так вот, был бы у меня божественный отпечаток, я бы уже мог выставить 4 бога и много суммонить. Много, очень много суммонить. Так, там тоже есть... Ну, кстати, 2 опасных чела. 3 опасных чела. 2 мага, один через 9 магов идет. Второй опасный чел это Гриттер. А третий чел это вот этот вот чел, который сейчас пришел ко мне с Темпларкой, и который пришел мне еще и со Свеном. Ну, представьте себе на мгновение. Да, у него там 1 хп, но все же. Чел, как? Он еще и выиграл Димчина, который был с Винстриком. Ну, нормально, нормально. Все нормально, ребята. Он, конечно, сейчас меня выиграет, потому что у меня не фулл звери стоят. Стояли бы у меня фулл звери, у него бы шансов не было меня выиграть. Ну и была бы у меня, естественно, ЦМ-ка, которая бы ману реген делала. Что-то я заговариваюсь. Так, тусик есть. Уровень надо брать. Нужен 9. Я, наверное, даже из инкама могу выйти, да? Ну, если Трента убрать только, то, в принципе, можно даже поставить фулл зверей. Ну, не знаю. Тренд это огромный тип, который дает мне нереально огромную стенку. Ну, кстати, как-то так сделал, просто пусть у него будет 2 бога. Да, я там вышел из инкама на 10 монет, ничего страшного. Я думаю, это сильно не зароляет. Вот, кстати, ко мне сейчас пришел Гриттер. Так вот, в чем опасность Гриттера? Если Гриттер будет с инкастовой хроной, мои суммоны не сработают. И я буду делать круговые движения вокруг пальчика. Тут, я думаю, и так это понятно. Вот меня сейчас вынес, и все из-за того, что с самого старта хрона накрылась на Фуриона, на моего мейн-суммонера. И все. А там Муэрта у него, 1/2. Как-то так. Блин, как ситуация вышла из-под контроля? 29 хп. О, тренд. Наныл. Наныл усиление. Так, ну я трента беру. Знаете, почему я беру трента и ставлю его в приоритет? Вот сейчас вы заметите его импакт. Вот кто до этого сомневался в импакте трента, мотайте на ус сейчас. Внимательно наблюдайте, что сейчас будет происходить. Это будет контент на 120%. Мне бы, конечно, поставить фулл зверей через 4 бога. Но я, возможно, сделаю немного по-другому. Мне, скорее всего, придется здесь морских поставить. Вот правильно пишет там человек мне. Скорее всего, мне придется здесь морских поставить. Все не так плохо. А почему морских поставить, объясняю. Ну, вдруг кто еще не понял. Во-первых, там Гриттер играет через Муэрту. Во-вторых,
Два мага есть, которые довольно-таки сильно меня душат. В-третьих, есть чел, вот этот, который сейчас вылетел. А, так ему все. Так ему... вот. Помните, я пару раундов назад говорил о том, что было бы у меня 6 зверей, этот молодой бы человек сделал бы что? Сами понимаете, что. Отлично. Отлично. Мне нужно ролиться. ЦМ-ка сюда. Ты сюда, молодой. Тебя мы продаем. Ты не нужен. О. Апгрейд лондруида. Это надо. Это нам надо. Сюда. Знаете? Лучше бы я... Я, наверное, из инкама буду выйти. Ну, как вы хотите. Чуть-чуть апгрейдну сейчас. Наверное, зря, конечно, я взял. Но я думал, мало ли мне сейчас еще ЛД придет. Мне бы Рок Войны упал. Некромикон. Я был бы счастлив. Кираса бы еще упала. Я был бы вдвойне счастлив. Пум-пум-пум. О. Знаете, мне редко, когда везет на мое нытье. Очень редко мне везет на мое нытье. Но в самом деле... Что? Не, ну я уже не буду играть через темпларку. Хотя я мог ее попробовать закерить через... Не, я... Очень хорошо... Хорошо. Короче, хорошо, что я сейчас не играю через зверей. Через... Все, вы поняли. Так, мне эти предметы не нужны. Я их скипаю. Я мог бы взять... Я бы мог взять пластину, и было бы много импакта. Но есть один огромный минус. Это маги. Для меня сейчас маги — это заноза в одном месте. Маги меня будут так душить, как в жизни никто не душил. Еще и усиление такое плохое пришло за 50 монет. Тренд лечит на 640. Вау, это самый сильный хил. Ага. Я даже это комментировать не буду. Я ничего я все-таки продам. Хотя на самом деле лучше бы я ничего оставил и вместо собаки поставил. Если честно, если выбирать между собакой и инчой, я лучше возьму инчу. Почему? Объясню. Когда он суммонит своих собак, обратите внимание, сколько у этих собак хп. Там 500 или 600 хп. Извините меня, орк-охотник с кабанчиками намного мощнее. Боже, как я люблю играть через суммоны. Как я люблю играть через суммоны. Это лучшая синергия, которая только может быть, и максимально комфортная. Как на ней можно сыграть, это, ну, это не передать словами. Во-первых, вы можете играть через суммоны. Во-вторых, вы можете сыграть через Рыжего Лиса синергию Киры. В-третьих, вы можете сыграть через 4 бога, 4 морских плюс суммоны. И в самом деле, если тут маги еще останутся... Ну, я думаю, я уже начну их сейчас душить по полной программе, так как 27 раунд, и я уже даю по минус 20, по минус 30. Единственная проблема — это Ренни. Ренни сейчас имеет сильную сборку, но там 4 бога, 4 зверя. Это слабо. Если она поставит 6 зверей, у меня будут проблемы. Скорее всего, она может меня пересумонить. И вот, кстати, пришел маг ко мне. 9 штук. Ну, посмотрите, как тренд хилит. Посмотрите просто, как он хилит. Боже, это машина убийства. Мало ли того, что она хилит себя, она хилит еще все суммоны, которые у нее есть. Ну, тут минус 13 пока маловато. А все из-за того, что у меня еще нету лондруида. Был бы лондруид у меня в тройку, я бы перекинул ему рефрешер, перекинул Рок Войны и рассказал бы, что почем. Так, а 9 магов вылетело, да? Да. Там остался Гриттер один. Ну, Гриттера, я на самом деле из всех здесь опасных для меня сейчас это Рейни и Гриттер. Все. Два самых опасных персонажа для меня. Конечно, маг, благодаря шару бездны, я мага не боюсь. А вот Гриттера я боюсь. Это то тело, которое может меня взять за одну хрону вынести.
На то оно и гритер. Понимаю. Да, кто-то сейчас написал бы в комментариях, что чел полностью строил все свои бабки, чтобы найти Муэрту в тройку. Но я расскажу свою жизненную ситуацию, когда я начинаю ролить все свои 50 монет ради того, чтобы найти 2 муэрточки до 3 уровня, я нараливаю себе болтяру на 48. Мне, кстати, сейчас нужно расстановку правильно сделать, потому что там есть маг, и пока есть маг, у меня есть проблема. Ну, это не совсем лучшая расстановка, но... Нет, 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 нет. Ну, все. Лучше бы я не делал такую расстановку. Боже ты мой. Все, мне ГГ. И сколько минуса ты хотя бы... Дай хотя бы, ну, чуть-чуть. Это минус 10, дай. Ладно, минус 18. Это не минус 10. Мы с тобой договаривались на минус 10. Зачем ты мне минус 18 дал? В общем, вот почему я говорю, что гриттер для меня опасность. Да, я сам зараковал здесь. Тут я в действительности сам рак. Надо было делать нормальную расстановку. Сделал бы человеческую расстановку, как надо, было бы все четко. Но я сделал глупую расстановку и закономерно откис. В общем, когда против вас гриттер, я думаю, вы заметили, что расстановку кучную делать не надо. Знаете, в чем самый рофл? Я сейчас вспомнил о том, что я же делал короткий ролик на тему... Ну как на тему? Я делал рофл ролик, когда охотник в одну сторону всех сложил, так вот прям кученько, а я играл на гриттере. И просто чела душанул. Ого! Боже, мне так нравится, когда у меня есть ЦМ-ка с волшебным зеркалом. Сколько? Сколько? Ну-ка. Минус? Минус 30. Белиссимо. Но это красиво. Правда, Ренни это не понравилось. Ренни сейчас смотрит и думает такая... Ну... Ладно. Ну, бывает. Ну, что поделать. Так вот, почему мне нравится ЦМ-ка через волшебное зеркало? Вдруг кто не знает. Если вы закидываете волшебное зеркало в ЦМ-ку, то у вас будет не один тик маны, а 3 тика маны от каждой ЦМ-ки. То есть у вас 2 иллюзии, один оригинал. И каждая из них будет давать вам ману. Кстати, вот гоблин взял и вынес только что гриттера. Прикольно. Или, ничья даже. А знаете, в чем еще плюс шара бездны у меня? Потому что мой гриттер, точнее мой противник гриттер, играет через Муэрту. И у него на самом деле очень много магического урона. У него Разор, Тренд, Муэрта. У него будет проблема. У него будет огромная проблема со мной. Гоблин, кстати, тут тоже довольно-таки сильный. Но я гоблина не боюсь от слова совсем. Мои суммоны намного мощнее, чем его гоблина. Намного. Так вот. Этот шар бездны защитит меня от Муэрта. Муэрта не сделает мне ровным счетом ничего. Потому что когда она будет перевоплощаться в свою волшебную формулу, у меня будет шар бездны, который будет активироваться, давать в области 50%, а у меня в основном мейн персонажа будет 75% магического сопротивления. Соответственно, Муэрта будет из 1000 урона, допустим, ну, к примеру, да, у нее 1000 урона с руки, она будет наносить 250. А 750 я буду эвейдить. Ну, не Кромикон, мне нужен. Бог ты мой. За что? Некромикон. О, так-то лучше. На самом деле, пока ЛД в тройке нету, надо сидеть. Надо сидеть. Боже, ну как ты меня бесишь, что это автоматическое распределение предметов. Случайно только что тыкнул, все предметы разлетелись. И ищи, свести на них. Так, рок сюда. Волшебное зеркало нужно отдать. ТМ-ку. Так, вот так. Никакие предметы я сейчас не забыл. Шар бездны у меня находится в трете. Потому что он будет у меня откиливать максимально. Если он умрет, то все мои суммоны тоже могут поумирать.
тренд хилит невероятное количество хп. Там маг-дракон, но я не пойму, почему он фуловых мага-драконов не ставит. Если он думает выйти в уровень, я думаю, уже не выйдет в уровень. Скорее всего, сейчас это будет конечная остановочка для них. Итак, против него вот гоблин с фулмехами, а у меня суммоны. Он думает, баф гоблинов его защитит, но не тут-то было. Боже, вы гляньте, что происходит. Просто посмотрите на это. Как я обожаю играть на суммонах. Сколько минуса? Минус 30. Сейчас берем 10. Вот это зоопарк, согласен, согласен. Зоопарк очень мощный. Ну, тут чел на Муэрте сейчас его выиграет. Но, скорее всего, я сейчас приду магу я, дам оплеуху хорошенько. Так, нормально бы такого ляпаса дам. Отправлю его в next, возьму 10, поставлю хана. Зачем он мне, конечно, нужен, непонятно, но как минимум какой-то стан урона он дает. Хотя, можно будет поставить еще 2 волшебников и сделать себе 2 бога. А, вот 9 магов он теперь сделал. А вот теперь у меня проблемы нарисовались. Нарисовались проблемы в виде 9 магов. 9 магов меня будут контрить. Ну как контрить? Отчасти они меня будут контрить. На самом деле не совсем. У меня есть шар бездны, и слава богу. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Видите, как надо против Гриттера расставляться. Я сейчас сделал правильную расстановку, и Гриттер сейчас в шоке стоит. Ну, вот. Вот что происходит, когда вы керите Муэрту, а против вас вот такой вот зоопарк. Сколько минуса? Минус 41. Ну, Паркеда, дорогой. Это не твой уровень. Ага. Знаете, у меня в голове мем прокручивается. Там... Так какой орк? Иди отсюда. У меня в голове сейчас прокрутился один мем. Знаете, да там был мем. Ты... Ну, тут, скорее всего, конечная. Даже если я Варлока возьму, то ничего не поменяется. Как по мне. Как по мне, ничего не поменяется. Ну что ж. Хотя, наверное, лучше было бы взять, перестраховаться, потому что что-то как-то... Да, я что-то сглупил. Надо было перестраховаться и все-таки взять его. Продать этого хана бесполезно. Но я хотел 4 бога поставить, но тут ему уже конечное, все. Ну чё, на Муэрточке поиграл, дорогой, да? Понял, что в Гриттерах Муэрта это не очень. Вы гляньте, что творится. Не, ребят, это не имба. Угу. А, я... Минус 24. Ничего себе. Я думал, что у него останется там 1 хп хотя бы. Я чуть не подумал, что он сразу фул ему снесу. Но у него на самом деле странная такая Муэрта. Тут у него фул маны, естественно. Ну, чё, ребят. Как по мне, вышла очень интересная каточка, поэтому что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях обязательно мне. А еще, ребят, сегодня ролик был такой валидольный, спокойный, я думаю, все заметили, но все-таки АСМР контент. Рубрика АСМР контента. Ну, в принципе, все. Мне даже здесь дополнить больше нечего. Знаете, что я только что понял? Я мог давным-давно сыграть через 4 бога. Но я это протупил. Но, знаете, я рекомендую на сонную голову никогда не играть в эту игру. Вот никогда. Вы будете делать такие ошибки и попортите просто себе нервы. Если вы хотите поиграть на сонную голову, то лучше играть в какую-то, не знаю, там, развлекаловку, в фантазию. Короче, лучше вообще в другую игру поиграть, потому что тут надо мозги парить. Либо же в дуо режим. В дуо режиме там надо парить мозги, но не настолько сильно. В общем, ребят, в целом, что думаете по поводу этого ролика? И в целом, как я сейчас комментировал его, как сделал. Вот видите, я сонный, и вот как у меня мозг работает. Просто беру, путаю многие слова, зажевываю их, не выговариваю. И это просто... Все, надо идти к логопеду и читать побольше книг, чтобы не
не сидеть на одной мысли и задумываться о ней. На самом деле, ребят, скажите, как вам вышел ролик? Насколько вкусная подача, насколько было интересно и так далее, так далее, так далее. Ролик, я уверен, был валидольный, спокойный и, надеюсь, был интересный. Всем спасибо за просмотр, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на каналы. Всем удачи!